Когда речь заходит о Kingdom Come Deliverance 2, мы понимаем, что CryEngine работает на пределе своих возможностей, выдавая фотореалистичную картинку с очень хорошей оптимизацией, причем не дожидаясь компиляции шейдеров, без дропов по FPS, да и на вылеты никто не жалуется. Передаем привет Unreal Engine 5. Занимательный факт, что и трассировки лучей в KCD2 нет. Совпадение? Не знаю. Так как CryEngine обладает широкими возможностями настроек графики, мы как раз таки детально их с вами и рассмотрим. Подберем актуалочку с хорошей картинкой и максимально высоким FPS. Попрошу вас оценить ролик лайком или дизлайком. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Oh, fucking hell! It's you again! А начнем мы с масштабирования изображения. На данный момент игра поддерживает версию DLSS 3.7 и FSR 2.2. Это не последние версии апскейлеров. Из-за этого в DLSS могут быть проблемы, особенно с геометрией. Тем не менее, конкурентов для DLSS больше нет. Сделав сравнение напрямую с FSR, мы увидим, что DLSS имеет не только более стабильную картинку, но и эффект гостинга также отсутствует. На нативном разрешении нам доступны различные виды сглаживания. В дополнение ко всему прочему, заодно проверим и DLAA с FSR-AA, которые на минуточку показывают более четкое изображение во время движения, нежели SMAA TX. А вот уже в состоянии покоя картинка будет выглядеть отлично. DLAA с FSR-AA скушают больше производительности, чем SMAA TX. Если у вас более 60 FPS без апскейлеров, можете включить DLAA или FSR-AA. Если у вас менее 60 FPS или размытие во время движения вас не беспокоит, тогда можете включить DLSS на пресете качества. Ну и наконец, для тех, кто предпочитает натив, тут включают только SMAA 2TX. Прежде чем перейдем к основным настройкам графики, хочу пояснить, что я не буду так сильно заострять внимание на экспериментальных параметрах, так как они предназначены для мощных и более современных ПК. Если мой процессор относится к данной категории, то вот видеокарта 3060 Ti уже нет. Однако в конце каждого параметра я кратко покажу, как выглядит и работает экспериментальный вариант по сравнению с ультра. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Пройдемся по порядку. Качество объектов регулирует дальность прорисовки и уровень детализации удаленных объектов. Начиная с высокого качества, деревья, камни и здания кажутся более плотными и детализированными на расстоянии. На низком качестве заметно появление лот. Среднее высокое слегка уменьшает его, но не сильно. Только значение ультра минимизирует появление лот. Переход с низкого качества на среднее скушает 4%, на высокое 9% и ультра 21%. Я рекомендую высокое качество, но если у вас слабый процессор, ставьте среднее. Что касается экспериментального параметра, он обеспечивает небольшое улучшение лот, но и скушает дополнительных 6% производительности. Качество частиц имеет ограниченное влияние в игре и задействуется только в определенных сценах. Например, при взгляде на печь с низким качеством частиц устраняется эффект дымки. Работает не на всех печах, а в этой сцене частиц либо нет, либо их очень малое количество. По производительности влияния никакого нет. Ставьте среднее либо высокое качество. Далее у нас качество освещения. Настройка отвечает за дальность отображения определенных искусственных источников света и теней, которые они отбрасывают. Все параметры демонстрируют заметную прорисовку теней. При этом среднее качество и выше уже имеют эффект затухания. Кушает не так много FPS. Высокое 3%, а ультра около 6%. Экспериментальный вариант не приносит никаких существенных улучшений, только немного увеличивает дальность прорисовки теней. Рекомендую высокое качество.
Глобальное освещение использует программную трассировку лучей, встроенную в CryEngine, называется SWOG. Эта настройка в первую очередь контролирует качество и точность различных аспектов глобального освещения, включая непрямое и отраженное освещение, как в данном случае, где ультракачество позволяет большему количеству света извне проникать и заполнять комнату, или как в этом варианте, где высокое качество и особенно ультра обеспечивает лучшее и более точно окружающее затенение. Высокое качество скушает 4% производительности, в то время как ультра более требователен, снизит около 15%. А касаемо экспериментального варианта, визуальный по FPS никак не влияет. Я рекомендую высокое качество. Качество постобработки отвечает за различные эффекты постобработки в эффектах камеры. Первый эффект — это размытие в движении. Экспериментальный параметр скушает 2% производительности, хотя никаких улучшений оно не дает. Второй эффект — размытие объектов. Можем увидеть небольшое улучшение на экспериментальном параметре, но в этом случае скушает менее 1% производительности. Глубину резкости во время диалогов по умолчанию отключить нельзя, на FPS не влияет. А вот уже глубину резкости вблизи отключить можно, хотя влияния на FPS тоже нет. И наконец для Bloom результаты такие же. Визуальных изменений и разницы по FPS нет. Далее у нас качество шейдеров, которое отвечает за многие визуальные аспекты. Например, в этой сцене низкое значение отключает мягкие тени, делая все тени резкими, в то время как среднее значение снова включает их. А вот переход на высокое качество повлияет на деформацию некоторой геометрии. Ультра повысит точность мягких теней, улучшая их детализацию. Шейдеры также отвечают за рябь на воде, где появляется рябь, начиная со среднего качества. С точки зрения производительности, шейдеры не такие требовательные. Переход от низкого качества на высокое скушает 3% производительности, а на ультра 5%. Но если мы окажемся в водной среде, тогда ультра скушает уже 8% производительности. Экспериментальный вариант снова практически не влияет как на визуал, так и на производительность. Я рекомендую среднее качество, но если вам все эти эффекты не так важны, ставьте низкое. Качество теней отвечает за все тени в игре. В этой сцене мы увидим, что на низком значении большинство контактных теней будут отключены, из-за чего локация выглядит более плоской. Перейдя на среднее качество, визуальный вид значительно улучшится, делая тени более тонкими и повышая их дальность. А вот уже переход со среднего качества на высокое или ультра не окажет аналогичного эффекта, так как эти значения в первую очередь увеличивают разрешение теней, а не добавляют новые детали. Кстати, в некоторых помещениях низкое и среднее качество полностью устраняет тени, отбрасываемые непрямым и искусственным освещением. Высокое качество включит тени от искусственного освещения, а ультра дополнительно повысит реализм, добавляя тени от непрямого освещения. С точки зрения производительности, это самый требовательный графический параметр в Kingdom Come Deliverance 2. Среднее качество скушает около 11% производительности, высокое 15%, а ультра целых 26%. Даже несмотря на то, что тени очень требовательны к железу, я рекомендую среднее или иногда высокое качество, чтобы сохранить приемлемую картинку. А экспериментальный вариант делает тени более четкими и повышает их разрешение. Но это приводит к значительному снижению производительности. А насчет видеопамяти у меня какой-то странный баг, что только экспериментальный параметр кушает меньше всего VRAM. Следующий у нас по списку — это текстуры. Судя по тому, что показывают тесты, данный параметр на самом деле не отвечает за разрешение текстур, а скорее за качество анизотропной фильтрации. Подтверждение тому и то, что разницы в использовании видеопамяти никакой нет. После этого я решил поискать и другие руководства. Может, у них есть изменения, и действительно, можно заметить, что текстуры на низком качестве становятся более мыльными. Хотя такое я увидел только у одного человека, у всех остальных аналогичная ситуация с моей. Если что, в игру я тоже перезаходил. Экспериментальный вариант, видимо, также не оказывает влияния на визуал и производительность. Я рекомендую высокое или ультра качество. Детализация объемных эффектов отвечает за разрешение объемных эффектов, таких как световые лучи, туман и облака. Касаемо тумана и облаков, разница по FPS есть, а по визуалу нет. Разницу световых лучей можно иногда под определенным углом увидеть под лупой. Единственное заметное влияние по производительности происходит при переходе на ультракачество, скушает около 4%. Экспериментальный вариант делает объемные эффекты более выраженными и скушает еще плюс
плюс 3% производительности. Так как визуальную разницу очень тяжело обнаружить, я бы рекомендовал низкое качество для видеокарт до RTX 3070 и высокое для всех остальных. Детализация растительности отвечает за уровень детализации и дальность прорисовки растительности. Переход с низкого качества на среднее обеспечит наиболее заметное визуальное улучшение, в том числе и по прорисовке. А то, что касается производительности, при переходе с низкого на среднее качество мы потеряем около 5% FPS, высокое 8% и ультра 11%. Если у вас слабый процессор и тем более прошлого поколения, разница между пресетами будет в разы выше. Экспериментальный вариант улучшает дальность прорисовки травы с большим количеством теней. И тут как раз таки вы можете встретить огромную просадку на старых процессорах. Детализация персонажей работает аналогично с предыдущим параметром, но относится уже к NPC. Разницы вблизи никакой нет. Это касается конкретно отдаленных персонажей. Вы, наверное, уже обратили внимание, что при переключении на ультра или экспериментально по какой-то причине персонажи становятся мыльными. С чем это связано, я не знаю. Но если правильно понял, детализация персонажей работает вместе с детализацией объектов. Если мы выставим детализацию объектов на ультра, тогда персонажи получат максимальное свое качество. Я рекомендую высокое качество, но в крупнонаселенных местах могут быть просадки. Я не думаю, что они существенные, тем не менее имейте в виду. Оптимизированные настройки графики на вашем экране. Давайте теперь сравним ультра пресет с нашими оптимизированными в разрешении 1440p без апскейлеров. В первой локации мы увидим, как оптимизированные настройки показывают себя действительно хорошо, сравнивая с ультра, к тому же давая прибавку по FPS в среднем больше на 25%. Вторую локацию я выбрал в центре одного из поселений с небольшой кучкой NPC. И тут мы увидим, как наши оптимизированные настройки переваливают аж за 30% по производительности, что я считаю отличным результатом для хорошо оптимизированной игры. Как-то так, ребятки. С вами был Каска. Попрошу вас оценить ролик лайком или дизлайком. На продвижение это особо не влияет. Зато дает понять мне, что вам такой контент интересен. Желаю вам высокого FPS.